Сегодня мы сделаем потоковое гадание на Таро и узнаем, что происходит после снятия порчи, после чистки, которую вы провели. Что меняется в энергетике, какие знаки появляются, как почувствовать, что вы действительно очищены. Это гадание подходит для вас, даже если вы еще не проходили очищающие обряды и ритуалы. Если вы просто чувствуете, что на вас могло бы быть что-то негативное, вы можете посмотреть это видео как диагностику или как прогноз на те изменения, которые могли бы произойти с вашей энергетикой, если бы вы теоретически решились пройти свою чистку. Настройтесь на себя, на свою ситуацию, на свою энергетику. Попытайтесь, чтобы в ближайшие 30-40 минут вас никто не беспокоил, и мы начнем с вами работать. Сегодня будет 4 отдельных диагностических расклада, тайм-коды на которые вы найдете в описании. И я, Алехандро, свечу зажигаю. Что происходит после чистки? На вопрос отвечаю: свече гореть, правде быть. Смотрите, вы можете привязаться к номеру расклада, номер 1, номер 2, номер 3, номер 4, к коробочке или к оракулу. Это первый оракул, второй оракул, третий оракул и четвертый оракул. Да? Вот такой вот. Ну, можете выбирать интуитивно. Можете также по знакам зодиака привязаться к своему знаку зодиака. Я сейчас разложу знаки зодиака. Разложу знаки зодиака и скажу, какие знаки зодиака на какой расклад выйдут. Итак, ну давайте это сюда. Давайте, первый расклад будет соответствовать знаку зодиака Стрелец, Скорпион и Рак. Еще раз, Стрелец, Скорпион и Рак. Это первый расклад. Запоминайте. Расклад номер 2. Здесь будут Близнецы. Здесь будет Дева. И здесь будет Телец. Расклад номер 3. Дурак — это любой знак зодиака. Если вы вдруг не привязывались ни к какому знаку зодиака, можете, ну или не любите отождествлять себя со знаками. Весы, Козерог и Лев. Ну и последняя колода. Здесь будут Водолеи. Здесь будут Рыбы. И здесь будут Овны. Все, по знакам сориентировались. Давайте начнем. Я их уберу. Здесь они не нужны. Расклад номер 1. Настраивайтесь на себя, на свой энергетический фон, на свое состояние. Это может быть как советы, подсказки, инсайты к вашей энергетике, точнее, и к тому, что может быть, на что стоит обратить внимание в тот период, когда вы делаете какие-то обряды, ритуалы, чистки и так далее. 6 карт. Каждая карта будет соответствовать своей позиции или своему ответу, да? Или ответу на свой вопрос. Итак, расклад номер 1. Давайте, первая карта вот в этом раскладе, она отвечает на вопрос, какой вы сейчас после снятия порчи, да, после обряда. Какой у вас фон энергетический, да, кто вы, что за энергетика у вас. Ну, смотрите, здесь выпадает маска, и вы сейчас что-то скрываете. То есть, как минимум, эти обряды, ритуалы дали вам возможность закрыться от чего-то не очень хорошего. То есть, какой вы сейчас? Вы сейчас незаметный. Возможно, сам не свой или сама не своя. Но, тем не менее, высшие силы вас берегут, закрывают и скрывают ваше истинное лицо, ваше эго, ваше физическое тело от
темных сил и от их понимания вас. То есть темные силы не понимают, что с вами происходит сейчас. Видят ли они вас? Да, они вас видят, но вашу реакцию на то, что происходит, они не понимают. То есть темные силы дезориентированы по отношению к вам, и влияние темных сил на вас ослаблено. Ну, в принципе, тенденция неплохая, и, возможно, вы смогли сделать первые шаги, я извиняюсь, для того, чтобы сдвинуть свою ситуацию с мертвой точки. Ну, еще, может быть, до конца не доделали, но вы на правильном пути. Давайте теперь смотреть. Вот эта карта отвечает за то, что ушло навсегда. Ушли навсегда связи с прошлой судьбой. Вот очень хорошо, если вы сделали отвязку и смотрите, вот именно обряд отвязки, и смотрите на этот расклад, это говорит о том, что ваша отвязка прошла хорошо. Поэтому, если вы сделали чистку и отвязку, все ок. То есть привязки, прошлые привязки, родовые программы негативные, кармические узлы, особенно здесь, отошли ушли в прошлое. То есть вы очистились от родовых программ негативных и кармических узлов. Третья позиция. Это карта, говорящая о том, что какие энергии только-только начали входить в вашу жизнь. Могут еще входить темные энергии, тьма. То есть это говорит о том, что вы очистились, освободились, но темнота еще пытается вас найти. Поэтому, смотрите, вам важно продолжать обряды и ритуалы, не бросить их на середине. Это важно сейчас. И эта карта здесь говорит о том, что тьма вас ищет все равно еще. Да, вы надели маску, да, вы отвязались, да, вы очистились, но темные силы вас в покое пока что не готовы оставить. Ну и они, еще не пытаются входить, да, просто карта в таком вопросе, да, они просто вас ищут, они дезориентированы, то есть контроль над вами потеряли, но тенденцию вас преследовать еще не оставили, поэтому здесь могут быть, такие моменты, что вас может кошмарить, имейте это в виду. И если вас кошмарит, это ок, в принципе, это как промежуточное состояние в процессе чисток. Мне дают обратную связь. Вот когда я работаю с людьми и чищу их, да, бывает, мне пишут, что снятся кошмары. Это норма здесь, в первом раскладе. И вообще это, в принципе, норм. Как отреагировало ваше тело, подсознание и душа? Давайте вот так посмотрим. Смотрите, рыбы. Смотрите, вас этот обряд, ритуал или эта процедура затронула до глубины души. И это больше все-таки должны были быть слезы, плач, эмоции и глубинные переживания вашего прошлого. То есть вы столкнулись с прошлым именно. Может быть, у вас начались происходить процессы адаптации вашей психики к новой реальности, и вы начали более легко или более просто взаимодействовать с родными и близкими, с родителями, с детьми, с братьями и сестрами, может быть, с дядями и тетями. Вот что вам нужно делать, чтобы закрепить этот результат? Пятая позиция. Прежде всего, вам нужно прислушиваться к себе, к своей душе, прислушиваться к звукам и продолжать то, что начали. Здесь летучая мышь, а летучая мышь — это ультразвук. Возможно, вам стоит сделать УЗИ, услышьте это. И УЗИ здесь это как обследование на физическом уровне, медицинское обследование можно пройти и нужно пройти, и наладить здоровый сон. Здесь уже все методы вам подойдут в налаживании здорового сна. Где-то, может быть, это гормональная и регулировка, да, гормонов. Она может достигаться за счет разного спектра
мероприятий каких-то в вашей жизни. Ну, как минимум, здесь я бы все-таки вам посоветовал отрегулировать сон. И как это будет? Либо это физическая нагрузка, регулировка физической нагрузки, регулировка интеллектуальной нагрузки, может быть гормоны, а может быть все вместе. Ну и плюс обследование УЗИ. Обследование УЗИ чего? Организма. Того, где вам беспокоит. Чего опасаться и чего нужно опасаться, чтобы не вернуть негатив обратно, поскольку у вас темные силы к вам стучатся. Да? Ну, смотрите, здесь род. Постарайтесь, сейчас у вас может проходить какая-то проработка с родом, но не посвящайте своих родственников, близких, дальних, в тот процесс, который вы с собой делаете. То есть старайтесь держать карантин с родственниками, налаживаются отношения, хорошо, но не сближайтесь очень сильно и не посвящайте своих родственников в детали и в процесс. Соблюдайте, так сказать, карантин с родственниками и держите свою маску при себе. Вот такой вот месседж вам. Смотрите, может ли здесь быть опасность с родственниками или негатив от родственников? Да, особенно если у вас были негативные родовые программы и кармические узлы. С родителями, ну, здесь может быть и муж-жена, если был развод. Вот часто я работаю с людьми, которые чистятся после развода, да, это обязательно нужно делать на самом деле. Ну и вот не нужно посвящать никого из родственников, даже и тех, кому вы доверяете, например, там теща или свекровь, к примеру. Расклад номер 2. Настройтесь на себя, на свою ситуацию. Коробочки буду убирать. Видите, сразу выпала соперница. Может, кто-то чистился или будет чиститься после соперницы, да? Хорошо, давайте перемешаем. Пока я перетасовываю карты, вы, пожалуйста, можете поставить на паузу, подписаться на канал. Можете написать любой комментарий, какой-нибудь хороший желательно написать, потому что все-таки вы смотрите о негативе, да, возможно. 6 карт нас интересует. Позиция 1, позиция 2, позиция 3, 4, 5 и 6. 6 карт. Каждая карта отвечает за какой-то конкретный вопрос, свой вопрос в каждом раскладе. Ну и так, давайте начнем. Давайте посмотрим во втором раскладе, вот какая у вас сейчас энергетика после чисток. Все еще темная энергетика, вам лучше продолжать дочищаться. Если вы, например, сделали только чистку, продолжайте, делайте отвязки и все остальные обряды, которые вам прописал доктор, условно говоря, да, или ваш специалист. Но, тем не менее, дьявол рядом, темные силы рядом, поэтому вы не просто так взяли этот оракул, он темный достаточно, да, и дьявол или Бафомет, да, или козел, да, возле вас. Поэтому все еще пока что вы пребываете не в самом лучшем расположении духа. Если вы вдруг сделали все обряды, ритуалы, чистки и так далее, и вытянули вот этот вот расклад, то вам не нужно было сюда заходить. Я забыл вас предупредить о том, что в течение полугода после обрядов, ритуалов вообще не гадайте и вообще не лезьте в это. Дайте вашей защите встать на место. Потом будете опять гадать. Но если вы уже погадали и действительно недавно сделали, ну, может быть, нужно прислушаться к себе. Если не все так плохо, как вам кажется, то, возможно, это не ваш расклад. Услышьте это. Не пугайтесь просто. Позиция номер 2. Вот давайте посмотрим, от чего вы смогли уже избавиться. Ну, смотрите, опять дерево выпадает. Дерево — это влияние рода, прежде всего, и от какой-то болезни. Причем эта болезнь у вас была, скорее всего, хроническая. Может быть, еще и избавились от беспокойных мыслей. Также здесь могли быть у вас вот по этой карте, да, это какие-то проблемы с
артериями, с венами, да, вот что-то с кровью, да, вот такое вот. Может быть, кровные связи. Третья карта. Вот что начинает входить, какие энергии появляются в вашем окружении. Ну, здесь Таро, ну, я скажу так. По Таро я не буду добавлять сейчас ничего сюда, никаких карт Таро. Скажу так, что вам входят высшие вибрации к вам, да, то есть позитивные вибрации. Таро – это высший мир. Таро – это алгоритмы жизни. По сути, это новые энергии жизни. И здесь главной картой является Таро дурак, безусловно. И энергии хаоса и энергии духа появляются в вашей жизни. Окей, неплохо пока что. Давайте посмотрим, какая соматика у вас была. Ну, я скажу так. Ваше тело или ваша соматика отреагировала позитивно, дружелюбно. И эти обряды, ритуалы идут вам на пользу. Продолжайте, ничего страшного, что дьявол здесь есть. Ничего, это пока что не критично. Это говорит о том, что вы на правильном пути. Эта техника вам подходит, скорее всего. Позиция номер 5 будет говорить о том, что вам нужно делать, чтобы результат был хороший. Вот, смотрите, продолжайте драться с бесами или сражаться с бесами. Продолжайте в том же духе. Да, бесы, дьяволы, все темное, оно у вас еще пока что присутствует. Но вы бьете по ним. И поверьте, рано или поздно вы выбьете, из себя всю нечисть. Но здесь могут быть, я смотрю, у вас, возможно, даже еще и пробои на высшем уровне. И могут быть даже подселенцы какие-то, да, вот такое. Ну и последняя карта говорит, чего опасаться, чтобы не вернуть негатив. Ну, смотрите, вам нужно много двигаться, как ни странно, да, к чему это? Ну, вот к тому, да. И не быть зависимым или зависимой, то есть освобождаться от зависимости. Как от энергетических, да, которых мы сегодня тут и смотрим, так и, возможно, от социальных. Ну, постарайтесь быть как можно свободней во всем, в отношениях, там, со стилем жизни, может быть, с едой, с привычками и так далее. Ну, вот такой вот расклад, такой месседж. Двигаемся с вами дальше, друзья. Если вы еще не подписаны на канал, я приглашаю подписаться, а также призываю вас стать спонсором канала. Расклад номер 3. Давайте посмотрим, что происходит с вами после чистки. Или может происходить с вами после чистки. Что происходит или может происходить с вами после чистки. Или будет происходить, да, если начнете чиститься вдруг. Ну, потому что некоторые люди боятся этого процесса. Это действительно процесс такой сложный и физически, и душевно, да, эмоционально, очень часто, очень сильно загребает, да, прям рвет некоторых людей на части. Ну, эмоционально я имею в виду. Итак, вы готовы, да? Первая карта. Какая энергетика сейчас у вас после снятия порчи? Здесь ответ не ко мне. Здесь ваша интуиция вас не подводит. Вот если вы чувствуете, что вам хорошо, все ок. Если чувствуете, что вам как-то на букву Х, но никак не хорошо, ну тогда это действительно никак не хорошо и все на букву Х. Поэтому ваша интуиция может четко дать ответ на вопрос, какая энергия у вас сейчас после чистки и какой вы после чистки. Ну, может быть, у вас после чистки обострилась интуиция. Уже хорошо. Вторая позиция. Вот от чего вы уже избавились? Что не вернется в вашу жизнь? Что-то необычное. Но что это? Опять-таки знает ваша интуиция. Поэтому то, что было необычным, может быть плохим, может быть хорошим. Но от этого вы избавились. Но опять-таки это больше паук здесь. И это, знаете, как какая-то необычная опасность уже миновала. Возможно, вы были в какой-то достаточно острой фазе, острой стадии негатива. И эта острая стадия, эта острая фаза ушла в прошлое. Поэтому самое худшее позади, а впереди у вас
выход из самой невыгодной для вас энергетической обстановки или обстоятельств. Вот это и ушло. Самое худшее, что могло бы быть. Какие энергии начали входить в вашу жизнь? Любовь, поиск любви. То есть действительно самое плохое позади, и энергия любви, Божьей милости, благодати, ангельские какие-то потоки и энергии вашего единения, вашей целостности и вашего исцеления. Вы начинаете действительно выздоравливать, и ваша вторая половинка приближается к вам. То есть то, чего вам не хватало. То, что когда-то было у вас забрано, оно теперь начинает интегрироваться в вас. Это вот как в обряде отвязка, и есть молитва, которая обращается к Духу Святому и просит душу того человека, которого вычитывают, соединиться со всеми частицами его души. Вот этот вот процесс сейчас происходит. Если вы делали, например, у меня этот обряд, и я вам это читал, то вот вы интуитивно можете это почувствовать. Если вы это почувствовали, поставьте на паузу и напишите, пожалуйста, в комментарии. Хорошо. Следующий вопрос. Как отреагировало ваше тело, подсознание, душа? Соматика. Как проявляется это все? Вы чувствуете себя более спокойным, более защищенным, более умиротворенным, более добрым, более мягким, более расслабленным. И чувствуете, что у вас, возможно, появляется какой-то защитник, может быть, союзник. Если это так, то ставь себе лайк за то, что ты это чувствуешь. Хорошо. Что вам нужно делать, чтобы закрепить этот результат? Ну, смотрите, я вас хочу, кстати, поздравить, вы свою судьбу скорректировали уже. Вот теми обрядами, ритуалами, которые вы сделали, уже произошла коррекция. Или может произойти эта коррекция. Но что вам нужно делать? Вам нужно отдаться судьбе, расслабиться так, чтобы позволить судьбе и вашему чистому намерению очистить себя так, чтобы все естественным путем начало соединяться по воле любви, по воле высших сил с вашей реальностью, и любовь внутренняя и любовь внешняя, соединившись, дали вам новую судьбу, Destiny, дали вам свободу этой судьбы, защищенную свободу и чувство не сколько защищенности, сколько чувства безопасности. Вы идете правильным путем к своей защите. Услышьте это. Если вы поставили уже защиту, прекрасно, вообще идеальный расклад. Чего опасаться, чтобы не вернуть негатив обратно? Ну, у вас-то, в принципе, вон protection и защита судьбы. У вас очень хороший ангел-хранитель, и защиту поставили, если ставили, и поставят, если будете ставить. Ну, здесь опасайтесь перемен, в принципе. Но опасайтесь того, здесь хамелеон, что вы не научитесь адаптироваться к переменам. Поэтому смотрите, чего нужно опасаться. Вы сделаете эти обряды, ритуалы, и у вас судьба начнет меняться, а вам нужно успевать адаптироваться. Поэтому опасайтесь своего нежелания и неумения адаптироваться к новой реальности. Если вы сделаете обряды и ритуалы и не будете принимать новую реальность, то, может быть, вы начнете вредить самому себе. Как это будет происходить? Не суть. То есть это просто будет работа, сделанная для себя, но направленная против себя. Поэтому опасайтесь своей неготовности к переменам. Или будьте готовы к любым переменам, которые произойдут после чистки. Или уже происходит. Это нормально, это естественно, если что-то меняется. Например,
в вашей жизни появился кто-то другой, кто-то новый или кто-то появился из прошлого. Это ок. Расклад номер 4. Итак, друзья, это последний расклад. И если вы здесь по тайм-кодам, то не забудьте, пожалуйста, поставить пальчик вверх, написать комментарий и поддержать эти расклады лайком, возможно, да, и подпиской. Первая позиция, вторая позиция, третья позиция, четвертая, пятая и шестая. Итак, уверен, что вы настроились на ответ, что происходит с вами после чистки, или как прошла чистка, или как будет проходить чистка вдруг. Если вы вдруг думаете это сделать, но боитесь, сомневаетесь, опасаетесь чего-то и так далее. Главные такие вопросы, что будет происходить с вами. Итак, какая энергия у вас сейчас, или какой вы сейчас после снятия порчи, после чистки? Вы пока никакой. Вы сейчас вне времени и адаптируетесь к новому времени. Какой вы после чистки, покажет время. Поэтому если вы только сделали чистку, время покажет. И если вы думаете сделать чистку, ну, я скажу так, вы будете спокойный и неторопливый. И возможно, если вы сделали чистку, вы тоже спокойный и неторопливый. Возможно, вы как-то по-другому воспринимаете время. И относитесь к своему времени по-другому и относите себя к своему времени. Может быть, вы начали ценить время, а может быть, вы наоборот стали более спокойно им распоряжаться. Что уже ушло из вашей жизни? А ушла пассивность, и вы стали более активным человеком. То есть появляются некие силы, и бездействие отходит, а активное действие приходит в вашу жизнь. Хорошо это или плохо? Ну, как по мне, хорошо, поскольку движение – это жизнь, и чем более вы пассивны, тем меньше у вас энергии. Если вы согласны, напишите мне в комментарии, согласны ли вы с тем, что движение – это жизнь, и чем активнее человек, тем более он успешный, более он деятельный, да, и результативный. Какие энергии только начали входить в вашу жизнь? В вашу жизнь начала входить нужная информация, полезная информация, целебная информация. Но я вас очень прошу, фильтруйте эту информацию и не глотайте всю информацию подряд. Ибо много информации иногда тоже может навредить. Прямо сейчас можете на запястье нанести себе руну ОС или ансус. И попробовать, если вам от нее становится теплее. Можете поставить на паузу. И если вам становится теплее от руны ОС или ансус, это говорит о том, что этот расклад именно для вас. Четвертая позиция. Соматика вашего тела. Как отреагировало ваше тело или как оно отреагирует, если вы еще ничего не делали. Вас прошибет холодный пот. Имейте это в виду. И вы хватанете адреналина, хватанете, и у вас будет такая тахикардия, вас будет так колотить. Ну, как бы вы проживете условно такую клиническую смерть, а может быть это будет даже и смерть вашего эго. Ну, это знаете, как мухоморные дела, да, кто в теме тут поймет, о чем я говорю, то вот при мухоморном трипе умирает эго. Вот здесь подобное что-то. Ни к чему не призываю, ни в коем случае. Коса есть это підвищений адреналин, вибачаюсь, да, і навпаки не вибачаюсь, а кажу як є. И повышенный адреналин и тахикардия. Будет испуг, возможно, и будет такое стрессовое состояние. Ну ничего, все, такое также бывает, и я всегда предупреждаю, когда делаю чистки, например, что может потрусить, пошайтанить. Да? Бывает такое, что ничего человек не чувствует. Но это хуже, когда человек не чувствует, нежели если его перетрусит хорошо. Что нужно делать, чтобы закрепить этот результат? Нужно повторить, нужно продолжать обряды, ритуалы. Возможно, вы потом приобретете себе какое-то кольцо,
Ну, в честь вашего освобождения себя порадуйте, может быть, каким-то золотым украшением на палец. Ну, нужно будет кольцо, и это цикл. То есть, возможно, вам нужно сделать чистку не одну, а сеть обрядов, да, последовательность, череду обрядов. А может быть, через год нужно будет повторить. Меня часто спрашивают, нужно ли через время повторять. Не обязательно, но если вы чувствуете, что желательно, вам высшие силы подскажут, вы себя почувствуете. Но чтобы закрепить, вам желательно потом приобрести какое-то себе, может быть, не самое дорогое, но золотое украшение. Как триггер о том, что вы этот обряд, ритуал прошли. Окей? Окей. Но если вы со мной согласны, напишите в комментарии. Чего вам стоит опасаться, чтобы вдруг не вернулось назад что-то плохое? Ну, во-первых, сократите алкоголь, а лучше его уберите вообще. Не пейте и не выпивайте с незнакомыми людьми. И в принципе больше ничего. Если вы почувствуете себя наполненным, то это будет говорить о том, что вы на верном пути и, возможно, даже верно и правильно поставили себе защиту. Но, тем не менее, постарайтесь не пить неизвестными людьми, с неизвестными людьми неизвестное зелье, как минимум. Это может быть частью какой-то порчи в виде подкладов, крадников, опоев, окормов и так далее. Этот расклад говорит вам, что вы выходите, или может быть уже даже и вышли из тьмы, но находитесь на пороге нового этапа или части какого-то большого пути. Верьте себя, верьте себе, верьте своим чувствам, верьте знакам. Высшие силы никогда не оставляют тех, кто встал на путь очищения. Если сейчас вы это слышите, и у вас ёкнуло сердце, или вы в холодном поту, или наоборот расслаблены и вам тепло, это говорит, что защита или обряды, ритуалы уже работают или могут работать для вас. Если вы хотите личную диагностику или вам нужно понять, откуда пришла порча, негатив с глаз, пишите в личку, я всегда на связи и всегда могу помочь. До встречи в следующем потоке и будьте здоровы. Побачимось. Па-па.